Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты, наши любимые. Субботний вечер, и я сегодня решил не перегружать вас, а сразу как бы вот влупить по полной программе. И у нас ваш любимый духовный отец Петр Кульпа. Добрый день, слава Украине. Героям слава. У нас Издевается, как всегда. не издеваюсь, искренне уважаю, считаю умнейшим человеком, так же, как и все мы. И я почему решил позвать Петра? Ну, во-первых, я давно хотел позвать, мы там уже как-то списывались предварительно. Но у нас вчера был эфир с Яциком Бартосяком. Бартосяком, правильно, да? Бартосяком. Бартосяк, Бартосяк. Бартосяком. Да. Яцек Бартосяк. Да, по-польски будет правильно так. Вот, в котором мы как раз обсуждали наши скорбные и нескорбные дела после прихода Трампа. И Петр сказал, что он с рядом тезисов не согласен. Ну, я думаю, это же прекрасно. Как раз возможность проговорить, и с чем согласен, и с чем не согласен, и вообще наше стратегическое положение, потому что победа Трампа, она, будем мягко говорить, внесла существенные коррективы. И существенные опасения относительно того, что новая администрация может пожертвовать Украиной тем или иным образом, исходя из своих каких-то стратегических интересов и идеологии, которая там у них есть. Ну и, собственно говоря, Петр еще дал мне послушать там ряд интервью своих, которые у него были в последнее время. Я понял, что у нас может получиться хорошая беседа. С чем был не согласен с Бартосяком вчера? Во-первых, хочу подчеркнуть, что Яцек Бартосяк является самым уважаемым человеком. Да? И это основа. Я считаю, что то, что он делает, то, что он сделал, очень сильно повлияло, не побоюсь этого сказать, на ход этой войны. Почему? Потому что многие годы заранее говорил о том, что война приближается. И, я бы сказал, он создал информационную основу для того, чтобы в Польше была готовность оказать помощь Украине в первые дни войны. Думаю, что без такой подготовки polski establishment nie byłby gotów, żeby pomóc. Хочу сказать, что не до конца не согласен с тезисами. Просто здесь главный момент заключается в чем? В том, что господин Бартосяк считает, что Соединенные Штаты проигрывают глобальную системную войну. И на этой основе я бы сказал так. В Польше этот тезис работает в хорошую сторону. Почему? Потому что заставляет людей думать про защиту, создает готовность, чтобы не протестовать против огромнейших средств, которые идут в оборону. Одновременно заставляет думать про то, как должна меняться армия. Потому что деньги – это не все, да, это прежде всего образ мышления, образ действий, подготовка духа, всех этих моментов связанных. Да. Можно огромные деньги вложить и иметь низкий уровень эффективности, возможности действовать. С чем я не согласен? С тем, что если скажем, что Соединенные Штаты проигрывают эту войну, у меня три аргумента, на которые стоит обратить внимание, потому что солдат, который защищает границы Украины под Покровском, который сражается с оккупантом, да, если ему говорить, что Соединенные Штаты проигрывают эту войну, что является неправдой, просто делаем огромнейший удар, отрицательный. То же самое тезис господина Портникова, который утверждает, что Украина никому не нужна, что это периферия и так далее. Кстати, это тоже вчера прозвучало. Я считаю, что это тезисы ошибочные. И аргументы какие? Во-первых, весь этот нарратив о том, что Соединенные Штаты проигрывают, что вот Китай обгонит и так далее, это взялось с наблюдения постоянного роста китайской экономики по отношению к Соединенным Штатам. Это
с года в год китайская экономика увеличивалась. Но с момента, когда Трамп ввел санкции, потом COVID, что наблюдаем? Наблюдаем падение. Так как, например, экономика Китая в 2021 году составляла, в 2020 году составляла еще 77% американской экономики, сейчас это на уровне 64%. Что это значит? Это значит, что экономика Китая вместе с экономикой России меньше по отношению к экономике Соединенных Штатов, чем одна экономика Китая была еще 3 года тому назад. Вот это первый аргумент. Второй аргумент это посмотреть стоит, на что Китай теряет деньги. Больше теряет на чипы и на технологии, которые контролируют Соединенные Штаты, чем на энергетику, да, на нефть и продовольствие вместе взято. Это второй фактор. И третий фактор, это с моей аналитики, да, потому что то, что я представляю, это очень узкий образ аналитики, но это аналитика метаинституциональная, то, что преподаю. Вопрос такой. Покажите мне хотя бы один случай в истории, чтобы деньги бежали от демократии, от свободы к диктатурам, и мозги, чтобы из свободы, из демократии бежали к диктатурам. Такого никогда не было. То, что сегодня наблюдаем, подтверждение этого тезиса. Сегодня то, что видим, это огромный порыв реиндустриализации Соединенных Штатов. Это рост от 70 до 300% в год за последние года. Это система, в которой доллар возвращается в Соединенные Штаты становятся самым интересным с точки зрения маржинальности рынкам на земле. Не случайно говорю маржинальности, потому что это сопоставляю рентабельности. Вот, вот эти три аргумента. Но в целом не суть этого, потому что то, что хочу сказать, это посмотреть на эту систему с другой точки зрения. Просто отбросить ментальные карты ошибочные, в которых мы двигались последние годы, и еще будем двигаться 2 месяца, пока демократы будут в администрации, да, в Вашингтоне. В феврале этого года был в Вашингтоне, и Heritage Foundation было у меня несколько встреч, и пытался подумать, узнать просто, как это выглядит с их перспективы, с точки зрения, скажем, мейнстрима республиканцев. И то, что я тогда понял, что встретимся с новой системой подхода к международным отношениям, которая прежде всего будет основана на деидеологизации этих отношений. Деидеологизация? Да, потому что... То есть никакой идеологии? Вопрос в том, что демократы, да, навязывали ЛГБТ и так далее, которые чужие многим культурам, создавая себе врагов и ноль пользы. Демократы были сосредоточены на процессе, а не на результате. И я бы сказал, демократы, они система войн, которых суть в том, чтобы никогда не заканчивались и чтобы никто не побеждал, это основа, я бы сказал, роковых бизнесов, проявлением которых является хотя бы факт, что, например, если смотрим на Афганистан, на подсчеты аудита, $2 триллиона. Веришь в то, что Америка положила $2 триллиона? А в Украину эти миллиарды, которые нарисованы, это бред. Верю в то, что она положила в свои карманы транснационалов и всяких... приходят копейки. Поэтому мы возвращаемся к реальной политике. Если возвращаемся к реальной политике, давай посмотрим, с чем имеем дело. Во-первых, имеем дело со стратегией Китая,
которая, во-первых, то, с чем Трамп встречается сегодня, это не только уже ситуация конфликта, который между Россией и Украиной, да, Россия, которая напала и так далее. Не в том суть. Сейчас имеем дело с блоком стран, которые организованы, позвоночником которых является Коммунистическая партия Китая, где есть как прокси Северная Корея, которая имеет военный союз с Китаем, имеет военный союз с Россией. Сегодня это важно. К этому Иран, к этому террористы, и это работает как один блок. Видим поставки шахедов, да, сегодня новый фактор, я считаю ключевой, который заставляет нас поменять вообще мышление про происходящее, это эскалация, которая отражается тем, что солдаты Северной Кореи воюют в Европе. Да. В Европе. Что это значит? Это значит, что Россия заставлена будет воевать на стороне Северной Кореи в случае войны между Кореями. И если посмотреть с той стороны, тогда получается новая ситуация. Почему? Потому что тогда сохранение влияния Соединенных Штатов, сохранение гарантий для Южной Кореи, для Японии связано с укреплением Соединенных Штатов на Дальнем Востоке. Для Трампа Дальний Восток является ключевым направлением. И откуда можно взять реальные силы, которые могли бы укреплять присутствие Соединенных Штатов на Дальнем Востоке? Прежде всего в Европе, где находится около 100 тысяч американских солдат, и где-то 50 тысяч могли бы быть переброшены на Дальний Восток. И в случае, если там конфликт начнется, они будут переброшены. Тогда возникает вопрос, а кто будет защищать Европу? На самом деле, то, что видим, это новый подход к Украине, новый подход украинской армии. 1 миллион вооруженных людей, которых надо содержать, потому что если война заканчивается, кинетическая, да, активная фаза, тогда, если 1 миллион людей возвращается, нет работы, очень многие вопросы, с которыми встретится Россия, но здесь самый простой вариант, что Трамп предлагает, чтобы Европа содержала армию Украины как щит Европы в случае, если бы Россия решила попользоваться слабостью присутствия американского в Европе. Вот этого типа тезис. Дальше. Если посмотрим таким образом, тогда получается, что меняется отношение к НАТО. Потому что как только Байден уйдет из своей должности, закончится разговор прошайника, примите нас в НАТО и так далее, потому что на самом деле это Украина будет гарантировать безопасность многих стран НАТО, и не наоборот. И скажу так, история показывает, что каждая системная война приводит к новым институциональной инфраструктуре, которая обслуживает новый порядок. Значит, вернемся к ситуации 1948 года, когда еще НАТО нет, а есть вызовы безопасности. И считаю, что двухсторонние отношения, и здесь этот потенциал, то, о чем писал в статье 28 февраля 2022 года, да? На хвиле, которая. Да, просто возвращаемся к варианту Центральной Европы. Почему это ключевой момент? Потому что, смотри, с точки зрения Соединенных Штатов, ключевым вызовом, Маккиндер и так далее, не допустить сливания Евразии.
Потому что если, условно, старая Европа, да, с Россией и с Китаем создают один блок, тогда Соединенные Штаты вне игры. Этого не допустит никто никогда. Почему ценность Украины, почему ценность Польши? Потому что ради собственного выживания мы будем защищать нашу независимость, не допуская этого сливания. Потому что понимает каждый поляк, каждый украинец, что в Германии есть все, что нужно России, в России есть все, что нужно Украине. На самом деле война была организована как результат совместного танца старой Европы с Путиным, да, госпожи Меркель, ликвидация ядерной энергетики в Германии ради того, чтобы убедить Путина, что Германия с Путиным, чтобы создавать спрос на русский газ и зависимость от русских энергоресурсов. Получается, что если таким образом на это посмотрим, тогда если посмотрим на это таким образом, тогда самый дешевый способ сохранения присутствия Соединенных Штатов в Европе – это Польша и Украина как ближайшие союзники Соединенных Штатов. Кто должен заплатить за это? Европа. Старая Европа. Каким образом? Во-первых, это цена за эту войну. Потому что если кто-то не видит ответственности, да, Германии, кстати, Макрон отвязался, показал пальцем, да, братиславская речь, показал пальцем на Германию и сказал, вот, Германия виновна. Получается так, что в этой ситуации Европа будет платить. Каким образом Европа может на это платить? Во-первых, переформатирование НАТО. НАТО останется как военный союз, но он будет приобретать пассивную форму. Это уже не будет договор типа слушайте Соединенных Штатов, да, и получаете за это обеспечение своих, скажем, логистических путей, а это будет работать как фирма. Если хотите защиты, вы должны платить. Просто налог. Это будет бизнес, да, система, в которой безопасность будет связана с готовностью создавать Соединенным Штатам ренту за безопасность. Более или менее так. Но настоящая безопасность будет построена на конструкциях двухсторонних. Здесь аргумент дополнительный. Трамп любитель двухсторонних соглашений. Никаких блоков. Напоминаю, помнишь, Обама создал организацию стран вокруг Китая. Трамп сказал, что слишком жирно, распустил, да, и на основе двухсторонних соглашений добился того же самого, намного более эффективным образом. То же самое будет здесь. И кажется, что есть сегодня потенциал для блока стран, в которых Польша, Украина, просто защищая свое существование, свой суверенитет, как самые заинтересованные, потому что когда борешься за собственное выживание, ты заставлен сохранять лояльность, в отличие от тех, которые не боятся твоих врагов. Германия не боялась России и играла вместе с Путиным на выдворение Соединенных Штатов. Польша и Украина этого никогда не сделает. Почему? Потому что это было бы самоубийством. Поэтому самый логичный здесь, самая логическая конструкция – это конструкция укрепления Межморья и создания вместе со Скандинавией, с балтийскими странами, Великобритания, вот этого типа конструкция. Так как я написал в этой статье, самый слабый элемент этой конструкции – это Украина. Это неорганизованность, отсутствие реформы, да, страна, в которой система поддерживается, воровская система поддерживается коалицией предателей, воров и идиотов. Просто, но если это поменять, тогда это самая сильная конструкция. Скажу так еще, что не верю в то,
чтобы мирового полицейского, да, в каком-то квартале затюкали. Этого не будет, будет наоборот. Так что здесь я оптимист. Дальше. Если смотреть на более широкую конструкцию сейчас мира и перехода к разговоре с Россией, здесь надо видеть один фактор. Фактор ресурсов. Путин зависит от войны, как наркоман от амфетамина. Он не в состоянии приостановить войну, не разрушая собственной власти. Heritage Foundation делала подсчеты, более 60% реально средств на войну. Что это значит? Что если наступит приостановление кинетической войны, Путин начнет новую войну, по всей вероятности, Кавказ. Кавказ с целью подчинить Грузию, подчинить Армению, пробивать пути контакта с Ираном, то, чего искал в разговоре с Алиевым, но это должно быть не подконтрольно Турции. Просто такое мое предположение самое. Но война не закончится, война является инструментом террора против собственного населения. Но надо видеть момент такой, что первый фронт, который будет прикрыт, чтобы присутствие Соединенных Штатов не распылялось, а концентрировалось на Китае, то, чего хочет Трамп, это Израиль, возврат к Абрамовым соглашениям. Да, тем, которые были в 2020 году, которые были сорваны, в принципе, провокациями с поддержкой демократов. В чем здесь проблема? Проблема в том, что чтобы Саудовская Аравия и Бахрейн пошли снова на соглашение с Израилем, нужно их согласие. Но то, что замечаем, за последние 4 года Саудовская Аравия передвинулась в сторону Китая. Значит, вышла из системы, в которой в 1974 году с договора, который Никсон сделал, да, что нефть продается за $1, и в обмен на безопасность Саудовская Аравия получает взамен за поддержку, да, для Соединенных Штатов, в том смысле, что продается за $, а облигации вкладываются, а деньги вкладываются в облигации Соединенных Штатов, да, таким образом возник этот союз. Можно сказать, с 2020 года Саудовская Аравия вышла из этой системы. Почему вышла? Потому что снова демократы вели идеологическую политику. Оценивали, пальцем показывали, хотели устраивать им демократию, да, санкции и так далее, и так далее. Ключ такой, что если Саудовская Аравия не захочет пойти на мир, не захочет вернуться к Абрамовым соглашениям, тогда могут возникнуть проблемы с безопасностью. В Ормуз, да? Ормузский пролив. Да, в проливе Ормуз. И что тогда? Ну, она там, потому что, знаешь, почему? Потому что она получила ТААТ. Вот эти вот ракеты, которые сбивают межконтинентальные баллистические ракеты. Это высший уровень доверия, который есть американцев к союзникам. Вопрос в том, что если Саудовская Аравия не пойдет на соглашение с Израилем, не будет там мира, тогда ключ такой. Что будет в случае конфликта, например, если начнется, ну, скажем, в Ормузе начнется терроризм и так далее, и так далее. Будет рост цен на нефть. Согласен? Чтобы этого не допустить, Соединенные Штаты сейчас начнут очень сильно наращивать продукцию нефти и обеспечивать. И сейчас получаем два варианта. Первый вариант. Саудовская Аравия пойдет на соглашение с Соединенными Штатами, тогда будет очень сильное падение цен на нефть.
я скажу еще здесь другой момент, другой фактор. Будет очень сильное падение цен на нефть. Путин остается без ресурсов. Если Саудовская Аравия не пойдет на это соглашение, тогда Соединенные Штаты обеспечат, чтобы нефть не пошла вверх, несмотря на на конфликт, который будет на Ближнем Востоке. Так или иначе, Соединенные Штаты будут сейчас наращивать продукцию и нефти, потому что это будет основной фактор давления. Дальше. Думаю, что Трамп пойдет на соглашение с Венесуэлой, чтобы добиться того же самого. Договориться, даст технологии для того, чтобы добывать, чтобы венесуэльская нефть поступала на рынки, и просто аргументы со стороны врагов порядка мирового, да, чтобы это уничтожалось. Что происходит дальше? Дальше вопрос Китая. Вопрос Китая выглядел бы более или менее так. Когда Трамп в 2018 году ввел пошлинные, 10% пошлинные на товары из Китая, юань понизился на 10%. Но, чтобы не потерять, зачем это произошло? Чтобы не потерять рынков в Америке. Потому что если бы остался на старом, да, конкуренты из Дальнего Востока просто вытеснили бы китайские товары. Если сейчас Трамп введет плюс 60%, это будет понижение цены юаня как минимум на 50%. Это будет падение. Я здесь просто можно посмотреть Путина, да, который все деньги, все резервы вложил в юань. Но это на 100% произойдет. В момент, когда Соединенные Штаты пошлинные положат на китайские товары, наступит обвал юаней на 50%. К чему это приведет? Что таким образом понизится также курс всех дальневосточных валют и вообще всех валют третьего мира. Условного БРИКСа. Да. И что тогда обвал цен на ресурсы будет невероятным. Это будет возможность, я бы сказал, очень сильный толчок для укрепления процесса реиндустриализации Соединенных Штатов, потому что ресурсы будут по дешевке. А клуб БРИКС, да, это гордых и непрогибаемых, да, развалится на более гордых, думаю, это будет Китай и Россия, да, и менее гордых, которые пойдут на сделку с Соединенными Штатами. Вот более или менее так вижу эту конструкцию. В этой конструкции мы выигрываем. Мы выигрываем. Здесь однозначно есть потенциал победы. Хочу обратить внимание на план Зеленского. Тот, кто его подготовил, действительно шапоба, высший уровень, глубина этого плана автору, не знаем, кто он, да, но... На А начинается, на И заканчивается. Хочу сказать так, что проблема с этим планом в том, что план — это то, что говорят. Проблема с ним в том, что чтобы план работал, нужно делать то же самое, и нужно думать то же самое. А здесь это выглядит как система, в которой одно говорят, второе делают, третье думают. Да? Это слабость, дефицит доверия к этому. Более или менее так. Если я бы хотел, просто те, которые нас слушают, я, может быть, хаотично, но... Да я сейчас буду в это структурировать. Давай, вопросы сейчас с тем, кто не согласен, я с радостью, потому что анализ, который сделан, на самом деле масштабный, да, Да. По полочкам...
И смотри, я сейчас попробую покритиковать Давай. какими-то местами. Только по фразам, да, чтобы мог ответить, потому что сразу По улетает. логике. Ага. Вот смотри, Бартащак вчера сказал, что американцы переходят к офшор-балансинг, да, то есть... Да, да. Да, Просто можно. Да. Отвечаю. Разница в чем? Потому что система, в которой мы были, это была система, в которой они являются хозяином везде. Они присутствуют везде и пальцем в состоянии показывать везде. Да. И он видит переход Соединенных Штатов на уровень офшорного баланса как проявление слабости. А я это вижу как проявление силы. Когда не надо тебе влезать в каждый грязный заулок города, потому что везде есть свои бандиты, которые сделают это за тебя. Вот мой ответ. Смотри, я просто об этом писал еще тоже лет 10 назад, еще даже перед 2014 годом, да, что Штаты придут к схеме, когда у них будет как бы система стратегических треугольников. То есть ключевой оппонент в регионе, есть ключевой союзник в регионе, и есть они как глобальная суперсила, которая, находясь в союзнических отношениях, балансирует эту региональную как бы Просто картину. надо понимать, что просто мне кажется, что это ложная перспектива, потому что все рассматривается как между органолептическим присутствием, а каким-то изоляционизмом. На самом деле есть 5 уровней, да, между одним и вторым. Вопрос в том, что еще раз, Соединенные Штаты настолько сегодня сильные, просто, вот разница, я об этом говорю, разница в подходе. То, что проявляется как слабость, да. Смотри, зачем, например, присутствие американское в Европе, да, можно обеспечить, да, укреплением стран, которые зависят от присутствия Соединенных Штатов в Европе, типа Польша, типа Балтийские страны, типа Украина. Согласен? И тогда это дешевле, более эффективно. Смотри, например, финансирование украинской армии можешь, например, в этой конструкции, которую сделал, потому что Трамп говорил про Европу как про маленький Китай. Вот сделает скидку маленькому Китаю. Если, например, на пошлинных, да, пошлинные будут чуть-чуть ниже, при условии, что маленький Китай финансирует армию украинскую. Один из методов, да. Короче, у него есть аргументы, у него есть сила практически во всех пространствах. Окей, дальше вопрос. Смотри, я чуть-чуть сделаю такой экскурс. После Первой мировой войны Штаты вышли из Европы, в которой, поскольку они участвовали в Первой мировой войне с 1917 года, и держали там большой контингент. И они ушли, сказали, что типа нам это нафиг не нужно, и, собственно говоря, вернулись в свои дрязги, там, в свои проблемы, к изоляционизму такому, да. Трамп сейчас говорит, и республиканцы говорят, что смотрите, у вас там есть свои проблемы, вот разбирайтесь с этими проблемами сами. Мы не хотим платить за то, чтобы постоянно присутствовать у вас, значит, на континенте. Если вы хотите платить, мы будем вам помогать, но ключевую, скажем так, работу будете вытащить сами. Вот готова Польша платить как бы там за свою оборону, она будет нашим союзником. Там, да? Роман, давай. Смотри, вопрос такой. Как поменяется твой вопрос, если вместо Соединенные Штаты скажешь англосаксы? Они не имеют настолько скоординированную политику, чтобы как бы Британия могла компенсировать уход из Германии США. У Британии просто микроскопическая армия для глобальных операций. Еще раз, во всей Европе 100 тысяч американских солдат. С чего? Это больше, чем сухопутная компонента британской армии. Вопрос не в том. Вопрос в том, что они расположены по всей Европе. Да. Потому что в основном в Германии, но есть тоже в Великой Британии, они есть в Бельгии, они есть в Испании, да, есть в Польше 10 тысяч. Вот.
мы говорим не о физическом присутствии войск, потому что с точки зрения присутствия американского в Европе 20 тысяч и 100 тысяч это более-менее то же самое. Это более-менее то же самое, потому что главное, чтобы американский солдат шел как первый. Согласен? Будет его 1000 или будет его 5000, второстепенное, потому что если 1000 погибнет, Соединенные Штаты будут и так бороться, употребляя свой мировой потенциал. Это важная гарантия для союзников, да? Чтобы было присутствие американское. Но масштаб этого присутствия можно регулировать. Вопрос, который ты поставил, он в чем? В том, что нельзя отдельно смотреть на Соединенные Штаты, Великую Британию, а просто если посмотреть на то, что это было, что после Первой мировой войны это был переходный период, да, в котором эта система создавала, координировалась, во-первых, да, во-вторых, Соединенные Штаты брали позиции уходящей империи. Франция, Британия были самостоятельными субъектами в тот момент. У них были равноценные или даже превосходящие американцев силы. Если брать бритов, военно-морской флот у них был даже больше, чем у американцев. Они потом как бы догнали в 30-е годы уже. Но проблема в чем? Что сегодня Британия, Франция, Германия такими силами не являются. Пока фактически была оккупирована Европа после Второй мировой войны, вот, ну такая демократическая оккупация, назовем вещи своими именами, и Япония, то они просто как бы расслабились и демилитаризировались. Поэтому, если сейчас США уходят из Европы, да? Еще раз, почему говоришь, что уходит? Но если сейчас 100 тысяч, не собирается Трамп уходить из Европы. Не собирается. Он собирается быть в Европе, присутствовать, как и Соединенные Штаты останутся самой сильной страной в Европе. Без проблем, да. Что касается реальной, я бы сказал, реального потенциала возможности действовать, да. Смотри, Франция 200 ядерных ракет в принципе в состоянии создавать что-то типа маленькой Антанты, которая была до Второй мировой войны, да, которая была сломана пактом Риббентроп-Молотов. То, о чем говорил Макрон, да, создавать этого типа зонд. Здесь вопрос в чем? В том, что, еще раз, главный театр войны, если будет, я в это не верю, что будет война на Дальнем Востоке, потому что война возникает тогда, когда кто-то не понимает соотношения сил. Нападение России на Украину показало, что вторая армия мира не является вообще второй армией мира, что технологии, на которых она работает, это отстой. Показала союзник, Китай, увидел, что технологии, на которых работает, это такой же отстой, такая же самая советская модель, да, армии и так далее, что не считаю, что была бы готовность со стороны Китая, да, начинать войну. Но если бы там началась война, в Европе будет вопрос того, чтобы эта война не распылялась на Европу. И здесь должна быть сила, которая будет держать прокси Китая, значит, Россию и Северную Корею. Ну, потому что на самом деле первый раз с 13 века имеем в Европе, да, азиатов. Я просто еще раз вот хочу обратить внимание, что даже если Штаты не уходят как бы там из Европы, там, да, остаются 20 тысяч где-то там в Германии там, или где-то еще, они уходят, они уменьшают свое присутствие, допустим, в Японии там, и в других точках. Ну, для того, чтобы просто уменьшить издержки. Трамп будет... Наоборот. Что? Еще, Юра, смотри, еще раз. Наоборот, философия Трампа – увеличение армии, увеличение затрат. Он хочет увеличить потенциал Соединенных Штатов, военный потенциал. Для этого поднимет налог
с 2%, которого очень многие еще не достигли, расходов на войну, да, на 3%. Хотят, не хотят. Просто. И это будет работать, я об этом говорил, как налог на безопасность. Короче, будет надо платить Соединенным Штатам за то, чтобы получать безопасность. Если ты можешь платить. Украина же не может платить, в том-то дело, что Украине будут платить. Украине будут платить за то, что она будет стираться как бы в войнах бесконечных на Востоке или где в чем? Не на каком Востоке. Украине будут платить за то, что и армия находится в Украине, что солдаты не распускаются, что получают достойные зарплаты, что они хорошо вооружены западным оружием. И на случай, если бы русские хотели снова ударить, да, эта армия, миллионная армия в состоянии дать отпор. Ты, Сережа, думаешь, что они будут держать миллионную армию здесь? А кто в этой армии захочет находиться? Вопрос в том, что это один из пунктов. Смотри, если говорим про защиту Европы, и тогда возникает вопрос, миллионная хорошо вооруженная армия в состоянии защитить Европу или нет? Ну, очевидно, да. Ну вот, тогда если придут к выводу, что не миллион, а 700 тысяч, 500 тысяч, но это будет потенциал, украинский солдат будет оплачиваться кем? Ну, Европой. Так как... Только если будет оплачиваться. Ключевой же вопрос. Мы сейчас будем смотреть, какой будет повестка выборов в Германии 23 февраля. Нету Германии в этом разговоре. А кто будет оплачивать? Германия самый большой донор Европейского Союза. Юра, люди платят не потому, что хотят, а потому, что их заставляют. Трамп поставил жесткие условия в Старой Европе. Так это понятно. Или она сама заплатит, потому что будет написано... Так а если не заплатит? Если пойдет череда внутриполитических кризисов, все это обострение внутренней повестки в Европе. Во Франции, в Германии, даже в Великобритании. Как бы там, да? Ну, хорошо. Тогда еще раз. АФД возьмет первое место, извини, что перебираю. АФД вместо 18% наберет 30%. Еще, давай, логика, чистая логика. Давай. Если Соединенные Штаты положат на Европу пошлины, так как на Китай, на доступ к американскому рынку, тогда есть определенные средства. Эти пошлины могут быть выше или ниже. Согласен? 20% они говорили. Вместо 60 20. Китая 20, да. Да. А если, например, не захотят Европа платить, сделают 30. Ну и тогда сами заплатят украинскому солдату. Так а если тогда Европа подумает, а зачем нам мучиться немцы подумают, зачем нам тогда мучиться как бы с американцами? Мы вступим в старые добрые как бы союзнические отношения с русскими и продолжим линию Меркель по поводу создания континентального блока. Вот, и тогда получается потенциал для того, чтобы Соединенные Штаты, да, не допустили этого варианта. Каким образом? Если сейчас они влияют на Германию, потому что на их территории присутствуют американские войска, а в случае, если оттуда войска уходят, они теряют один из рычагов. Через Польшу, через Польшу переместят, допустим, свою армию в Польшу. Хорошо, у меня вопрос. 20 тысяч вместо 10 Скажи мне, каким образом Германия контролирует свои логистические каналы? Никаким. Ну вот. У нее нет... если сделают американцы санитарный контроль на все, что проезжает. Так это как раз подсталкивание к сухопутному, как бы, к сухопутным путям, как бы, да? Что... И тогда через Польшу проедет и через Украину, да? Нет, через Турцию, через Балканы, как вариант. Думаю, что как вариант это не проедет. Не проедет. Просто это не будет работать. Просто это будет развал Европейского Союза. Просто это крах политики. Посмотри. Так я же об этом и говорю, что такое давление оно будет инициировать кучу кризисов внутри ЕС. В Китае, в ЕС, Евразия вся... Весь мир будет... Да, а в Соединенных Штатах будет идти укрепление силы и так далее, и так далее. Так будет. Если не будет согласия. Но я тебе говорю по-другому. Смотри, в конце февраля в Германии будут выборы.
выиграет ЦДУ, ЦСУ, Мерц, да, который хочет подкрепляться под Соединенные Штаты. Никаких сумасшествий, поддержка полная для Украины, вся эта болтовня социал-демократическая, да, с ложными идеологиями, все это поменяет Европейский Союз и будет все нормально. Будут нормальные трансатлантические отношения и будет понимание общих вызовов. Общих вызовов, потому что на самом деле сила Соединенных Штатов держится на союзниках. Но на тех, которые хотят быть союзниками. Но сложно назвать политику, которую вела Германия, политику Шредера, политику Меркель, да? Политикой дружелюбной, союзнической, да, по отношению к Соединенным Штатам. Это была политика совместного содействия с Путиным, направленного на выдворение американцев из Европы. Да, на обозглавление присутствия Соединенных Штатов, на смерть Центральной Европы. Потому что, еще раз повторяю, такие страны, как Польша или Украина, не имеют собственных ресурсов суверенитета. Чтобы иметь собственный ресурс суверенитета, Польша должна быть сильнее или России, или Германии. Например, в 1918 году, когда Польша возникала, была сильнее. Как Германии, как и России. Да? Пилсудский в состоянии мог сделать интервенцию. В 1925 году был подписан пакт в Локарно, в котором Германия гарантировала западным странам свои границы, не гарантировала Польша. С этого момента суверенитет Польши стал зависимым от внешнего гаранта, которым тогда была Франция. Эта политика не сработала в 1939-м. Просто союзник кинул Польшу, да, Франция и Англия, которая присоединилась в мае 1939 года, тоже не сдержала слова, не оказала помощи. Сегодня наш суверенитет, так украинский, как и Польши, держится на присутствии Соединенных Штатов, на гарантиях Соединенных Штатов. Без этого нет. У Польши есть гарантии, у нас нет. У нас нет гарантии. У Украины нет гарантии. Польша гарантии имеет, Украина нет. Еще раз. Нету смысла давать Польше гарантии, не давая их Украине. Смотри на это геополитически. Украина является стеной, которая дает возможность заблокировать сливание континента в момент, если бы была такая угроза. Вот и в принципе Украина с этой точки зрения не случайно является полем конфликта, потому что, смотри, Россия не в состоянии, имея огромную территорию, не в состоянии Китаю предоставить путей безопасной торговли для сливания со Старой Европой. Не в состоянии. Поэтому, ну, я скажу так, мы будем жертвами агрессии со стороны России только за то, что мы есть независимыми. Понимаешь, для русских польская государственность независимая или украинская просто само по себе это противоречит их государственной философии. Так долго, пока эта страна не развалится, так долго это будет. Но, к сожалению, американцы не допустят, чтобы Россия развалилась. Просто сделают все возможное, чтобы такое не было. Да? Вот. Ну вот, пишет турецкий аналитический центр СЕТА. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США его внешняя политика и отношения с Турцией будет более гибкой и решительной. Слабое влияние республиканского большинства в Конгрессе и отсутствие угрозы переизбрания дают Трампу свободу действий, что открывает новые возможности с Анкарой. Трамп продолжит курс на вывод из Сирии, войск из Сирии, борьбу с курдскими формированиями, что может привести к укреплению стратегических отношений с Турцией. Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган поддерживают личные доверительные отношения, что способствует более прямому и продуктивному сотрудничеству. Лидеры могут быстрее решать ключевые вопросы, как оборона, региональная безопасность, бла-бла-бла, говорится в публикации. Вот Трамп, я просто почему этот пример привел. Трампу очень хорошо понятно, что может ему дать Турция, потому что она является субъектной, у нее есть технологии, есть деньги, она в НАТО, она она в принципе плюс более-менее понятно, когда. То есть у нее есть субъектность, которой можно прикрыть свои интересы.
да, Польша тоже понятно, плюс-минус понятно, как бы там, да, то есть и Турция, и Польша готовы платить сами за себя. Для Трампа его администрация это ключевое. Еще раз. Украина не в состоянии платить на себя. Значит, есть другие, которые будут платить на Украину. Не факт. Ну не факт. Юра, давай посмотри реально. Ну смотри. Так я пытаюсь, я все время пытаюсь найти в этом всем реальность. Вот реальность такая. Ну вот есть у тебя миллионная армия, да. которая ждет, которая в состоянии справляться с бандитом. Дать им больше оружия, да. Дать им средства финансирования, не распускать. Вот, а люди хотят сидеть дальше в окопах? В каких окопах, если война кинетическая приостановится? Так хорошо, сидеть дальше в армии. Вы думаете, там большинство хочет сидеть дальше в армии? Нет. Они мечтают о том, чтобы оттуда смыться быстрее. Хорошо, у меня вопрос. Если солдату, да, в Европе платишь 2500 евро в месяц, будут готовы в мирных условиях стоять на страже? В Европе нет. Нет? Неправда. Будут? Неправда. Ну, конечно, будут. Ну, так тогда знаешь, например, что чтобы в Польше в армию попасть, это престижная профессия, деньги намного меньше, служба престижна и желающих намного больше, чем мест. Так что просто я не знаю, думаю, что для людей, которые воевали, для людей, которые хотят связать свою жизнь, да, в дальнейшем с армией, это очень, я бы сказал, привлекательная перспектива. Кстати, аналоги, да, казаки, да, регистрированные, да, можно сказать, историческая аналогия. Войны кинетической нет, но армия есть. Вот это лежит на столе, реальная армия. Смотри, с точки зрения Трампа, который является бизнесменом, который любит держать гранаты на столе, да, на случай, если бы были проблемы в переговорах, согласен? Но сумасшествием было бы избавляться от такого потенциала, от такой возможности, которой не надо тебе содержать, потому что налог вводишь, да, в старой Европе, чтобы это содержалось. Что дальше? Вопрос в мотивациях украинцев. Зачем им быть диким полем? Потому что, каким диким полем? Вот смотри, ты когда приводишь реестровых казаков, например, хорошо, давай вспомним, что это была за территория. Это была территория, в которой не было четкой границы, потому что то татары приходили, то русские приходили, шла постоянная война. Это было это было перманентное состояние. Теперь дальше. Если здесь нет гарантий безопасности Украины, кто гарантирует безопасность Украины? Никто. Польша не гарантирует, Штаты не гарантируют. Окей, накачивают нас армией, и Россия в любой момент может опять начать войну. Люди, держа в голове все, что произошло. Я просто тебе говорю реально, как думают люди сейчас. Люди, держа в голове, что произошло. В случае, если государство существенно не меняется, они будут делать лыжи при первой возможности, в том числе и те, которые находятся в армии. Значит, нужно будет закрыть границы, да? Юрий, в такую логику мы переходим. Юрий, просто не соглашаюсь. Капитал сюда пойдет, скажи серьезно, капитал сюда пойдет, если здесь не будет гарантии безопасности. Кто сюда будет складывать деньги? Еще раз. Под большую армию? Еще раз. Армия и союзы создают гарантии безопасности. Там, где есть армия, если будет сказано, что есть армия, которую Трамп хочет, об этом откровенно говорит. Говорит, что эту армию надо вооружить по-настоящему, да? Чтобы она держала силой перемирие или мир, который будет достигнут в отношениях с агрессором. Согласен? Давай, потому что то, что говоришь, для меня является настолько непонятным. Смотри, но представь себе, что Трампу этого не надо. Представь себе, что Украина находится в мире, который вообще не имеет никакого значения для Соединенных Штатов и так далее, да? Нету никакой готовности защищать, пусть берут и так далее. Что Украина сделает? Будет держать свою армию, сопротивляться агрессору или не будет? Смотри, но нету выбора, будет.
Почему? Потому что если сдастся, если зайдут сюда русские, да, тех же людей переоденут в свои формы и пошлют умирать на других фронтах, которые будут открывать. Согласен? Вопрос в том, что говорим про вариант привлекательный. Я не знаю, считаю, что проблема всегда конца войны – это проблема, что сделать с сотнями тысяч людей, которые вдруг никому не нужны. Если ты создаешь возможность... Ну, рабочие места, наверное, им создавать. Для того, чтобы им было где работать. Хорошо, хорошо. То есть рабочие места где создаются, помимо армии? Понимаешь, это ключевой вопрос. Потому что перспектива, которая сейчас рисуется, это вечная война. То, что говоришь, это демагогия. Это не демагогия, это суть. Слушай, Ну, в Польше построила огромное производство, как бы там люди работают на заводах, более того, Польша затягивает себе на эти заводы рабочую силу. Какая перспектива здесь, кроме армии? Миллион мужиков сидит в армии для того, чтобы защитить Европу. Остальные где работают? В Польше? Нет. А где? Нет, просто смотри, история показывает, что там, где фронт, там, где армия, там деньги, там инвестиции. Посмотри, все фронтовые страны, ключевые, там возникает высокотехнологическая, высокомаржинальная промышленность для того, чтобы эту систему поддерживать. Смотри, посмотри, каким образом возникла Южная Корея. Она обеспечивалась двухсторонним союзом. На ее территории находятся базы, на которых десятки тысяч человек присутствуют физически. И Штаты гарантируют ей ее безопасность, потому что у них есть союз с ней. На бумаге прописан союз, где есть обязательства. Здесь какие обязательства относительно нас будут? Когда мы увидим обязательства, тогда мы сможем говорить, что это серьезно. А если у нас опять будет очередной Будапештский меморандум, и нам скажут: ой, ребята, мы вас будем вооружать, а когда вооружать, не знаем. Как с этими гарантиями безопасности, которые сейчас там от Великобритании, Франции, Германии, всеми остальными подписали. Ой, мы в этом году вам 3 миллиарда даем, говорят британцы, а в следующем у нас там бюджетный кризис, мы ничего не даем, потому что у нас бюджетный кризис. Поэтому я в эту всю красоту поверю. Я не против, чтобы нас накачивали, как бы то. Я не против, чтобы у нас было обеспечение. Смотри. Но я просто говорю о гарантиях, Юрий, которые, вот это твои слова, отойти от стоит. мышления парадигмы демократов, да, война без конца, по капельнице, помощь, контроль рычагами, Да. К системе, в которой хочешь добиться результата, которым является мир. В программе Трампа. Он хочет этого достичь. Да? И он создает гарантии безопасности, потому что если говорит о том, что будет подписан, говорит реально в его плане, да, здесь ключевую роль будет занимать армия Украины, которая будет вооружена. Но каких гарантий хочешь больше? Если у тебя есть средства, чтобы на тебя агрессор не напал, а если нападет, получит по морде, да, и ты в этом уверен, потому что есть реальные гарантии, есть финансирование системное этого. Мало того, ты получаешь гарантии, тебе платят за то, чтобы бандиты не пришли дальше. Просто смотри, перестаешь быть прошайником в эту систему псевдогарантий, а входишь в реальную систему, основанную на реальной силе. В этих гарантиях... Дальше, смотри, промышленность украинская, украинский дрон, украинские баллистические ракеты, все технологии, которые на сегодня уже создают потенциал невероятный, да, на котором можно зарабатывать невероятные деньги, высокомаржинальные. Согласен? Просто пошли дальше с вопросом. Ну просто как бы здесь вот правильно пишет Андрій Лозинський, щось ні в Іраку, ні в Афганістані не видно ніякого росту. Мабуть, нам теж таке світить, ну потому что вот они были фронтиром как бы западным, ну американским в частности. 20 лет они были фронтиром афганцы. Ну понятно, что там свои проблемы, не перестроились, племенное общество и все такое. И в результате улетели как бы. Улетели американцы, и сегодня с талибами все договариваются, потому что талибы оказались реальной силой. Вот. Мы об этом говорим. Хорошо. Что мешает? Вот подожди, сейчас на выходе. Что мешает украинцам быть реальной силой? Только
преступная система организации государственности, ничего больше. Да, 100%. Ну Ну, вот. тут соглашусь полностью. Тут просто ключевой вопрос. Покажи мне другую страну в Европе с таким экономическим потенциалом. Посмотри, даже, например, посмотри, Юра, потому что все эти кальки мышления про Украину как на бедную страну и так далее, это просто чистый бред, понимаешь? Чистый бред, я не знаю. Смотри, сколько Украина производит зерновых? Десятки миллионов тонн в год. Ну, с учетом того, что мы потеряли. 90, 100, скажем, это не вопрос, Да. да? 70, 60, 70 перед этим. Не, 90 было. Смотри, 90. Разница на тоне между тем, что человек Но это с получал... кукурузой. Ну, да, совсем. Разница между тем, что человек получал, производитель, а тем, что на внешних рынках, да, $150. Умножь это на 60 миллионов на экспорт. И сколько у тебя миллиардов, десятков миллиардов, которые каждый год вылетают. А посмотри на Руди, посмотри на всех этих других, да. Просто Украина является невероятным экспортером денег. Запросто можно создать при нормальном управлении, да, и системе, которая не компрадорская, не ориентирована на грабеж и вывоз, да, и уничтожение, а на страну, в которой вкладываешь в себя просто на успех. Сильнейшую страну в Европе. Да, но я тебе еще раз просто все время возвращаю к базовым стартовым условиям перезагрузки всего этого. Если люди не будут видеть, что здесь будет какая-то устойчивая конструкция, а пока она появится, необходима будет перезагрузка государства, которая будет неустойчива в этот момент. И если оно не будет подпитываться внешней поддержкой, то эта конструкция посыпется, вот и все. Потому что оно же не возникнет, вот это все, что ты говоришь, вот эта вся красота, ну, Третья Республика, как мы называем, она же не возникнет одномоментно, потому что отношения социальные инертные, люди инертные, тем более они сейчас многие пассивны из-за того, что произошел надлом психологический там и так далее. Вот, то есть им необходимо время. Вот. А русские будут навязывать то, что ты же сам говорил о том, что сохранят вот они в рамках этих договоренностей, которые будут. Они какой локус контроля сохранят за Украиной? Будет ли этот локус контроля или нет? Эта война идет за то, будет ли Россия частью европейской архитектуры безопасности или будет с ней исключена. И на сегодня единственный не хватает мне слов, чтобы показать свое, я не знаю, это Шольц, да, который снова вернулся к переговорам с Путиным, да, и таким образом в поисках поддержки политической во время выборов. На самом деле Европа будет, как в результате этого войны, Россия будет исключена из архитектуры европейской безопасности. Тот план Трампа, то все, что знаем об этом, показывают. Это будет договор с агрессором, не с гарантом, а с агрессором, основан на силе, на армии, на гарантиях, на вооружениях американских, купленных за европейские деньги. Вот так это выглядит на сегодня, и это убедительная система. Кроме того, смотри, этот мир, как будто, так говоришь, как будто Украина в момент приостановления войны была каким-то самым ужасным местом. Украина была ужасным местом из-за мафии людоедов, которая людям не давала жить. Но если система организации государственности, то, что делает Маск, реформа и так далее, это тоже будет толчок для Украины, потому что просто будут выработаны механизмы, да, переформатирования государственности таким образом, чтобы 80% посад, да, потому что я всегда повторяю, что украинское государство единственное право, которое Украина гарантирует реально по Конституции, это право чиновника на должность.
Это единственное то, что гарантировало всю эту систему. Ты мог из космоса решением Печерского суда вернуться на свою посаду. Правда? На самом деле, просто сделать эффективное, честное, да, государство, то, что в Аргентине происходит, то, что сегодня в Штатах будет, в Вашингтоне, это будут импульсы. Кстати, в Украине есть опыт, потому что Федоров и так далее, просто нету политической воли, и это машина, 1 800 000 чиновников. Эта система содержит, понимаешь? О чем говорить, если администрация Мариуполя, да, живет где-то в Ивано-Франковске, да, и тратит деньги мариупольцев, да, Да. на инвестиции, да. Ну вот, это показывает, насколько бессмысленная здесь, с одной стороны, воровская, с другой стороны, сумасшествие, да, глупость. Ну вот, все это, Украина будет привлекательной страной, будет привлекательной не только для украинцев, будет привлекательна для европейцев. Почему? Потому что здесь барьеры входа на рынок, роста. Это будет страна построена не на ренте, а на марже. Понимаешь, есть разница. Маржа – это промышленный капитал. Да? Движется, он быстро зарабатывает. Как заработал, пытается перейти на ренту, да? Чтобы ничего не делать и сидеть. Вот все, которым так, рента в Западной Европе, посмотри на цены всего, барьеры входа на рынок, да, все передвинется сюда. Будет привлекательно, думаю, 100%. Конечно, надо справиться с мафией, с олигархами, потому что не будет, конечно, развития, если инвестор, да, вынужден будет на коленях перед Ахметовым, да, сделать ему приятно. Но не будет этого, чтобы ему подключил к энергосетям. Ну вот. Угу. Так, сейчас посмотрим еще. Сейчас посмотрим, тут несколько вопросов было. Так. Так, смотрю. Ботов набежало. 2 месяца еще надо выдержать, потому что сейчас Банкова уже бы перестроилась на Британию и так далее, и так далее. Помнишь, в 22-м, когда казалось, что мы просто братья-близнецы Польша и Украина, я сказал, что придет момент, когда окажется, что поляки это дерьмо, да, а лучшие союзники это немцы, да? Вот, помнишь, такое я сказал? Да. Было. Вот в мае. Сейчас заканчивается этот период, снова будет любовь, потому что, как Банкова, да, Дуда сказал, что утопающий держится бритвы. Просто перестроились на Германию. Вот что получили как результат этой политики. Разбили доверие британцев, поляков, пошли на союз с Германией, да, перестроили внешнюю политику. В чем заключается союз? Я все время пытаюсь понять, в чем заключается вот этот союз? Просто смотри. Вот я все время от поляков слышу, что у нас есть какой-то мифический союз с Германией. В чем это заключается? Это союз не в том. Смотри. Ну в чем? Просто когда Банкова увидела, что Польша отдала все, уже там ничего, да, осталось еще 10 мигов, которых теоретически можно, да, но уже все, ничего не взять. Дальше. Прилетели в Польшу ракеты, и полякам об этом рассказал Байден. Короче, поставили на них крест. И сделали «Здравствуйте» немцам. Короче, что сделали? Вот дайте нам, потому что там, типа, немцы нам дадут. Вот халява, да? Утопающий держится бритвы. Пошли на разговор, послушай. Это не союз, это зачистка от оружия территорий. Нет, что произошло? Зеленский в ООН, да, говорил, что вот Германия должна быть членом Совета Безопасности. Немцы говорят, не хотим, надо. Вот. 1/3 говорил, как
сильно, да? Так это ж, ну, так это ж, Послушай, это не системный союз, это просто украинская Годзилла. Еще Пошла, раз, пошла и- по миру, как бы, там, и где может что-то схватить, еще, хватает, вот и все. не, просто, мне кажется, что цена того, что этих капель, которые получили от Германии, это были плевки в сторону Польши, плевки в сторону Британии. Вот эта сделка была. И сегодня ждут результаты этого. Звонок Шольца Путину. Вот, пожалуйста. Но эта Так, а чё? история закончится очень быстро. И снова будем иметь, ну, Юра, ну, конструкция акций, да, ненависти по отношению к Польше, вранья, которое шло, типа, что Польша компенсировали оружие, которое она передала Украине. Ну, смотри, весь эфир. Дальше. Смотри, организация электронной очереди на границе. Но чисто акция, да, мафиозная, украинская государственность встала на сторону мафии. Таким образом добились того, что перевозчики польские, да, организовались и сделали протест. Но это было понятно, как... говорили об этом. Так это не по поводу такой особой политики с Германией, это по поводу конченной политики государства в принципе. Потому что государство, оно наше, оно по поводу того, как стричь всех. Вот. И оно увидело возможность стричь поляков, оно стрижет поляков. Скажу так. Вот и все. Нет, это не все, потому что был в офисе, когда это начиналось. И слышал лично, да, что вот мы наделали, и потом было показано так. Причем уровень, поверь мне, очень-очень высокий. Это все хаотично, вот типичная хаотичная украинская политика. Вот. Смотри. Вот зачем, например, они к Милею, там, они начали делать ставку на Аргентину, типа там как бы в Латинской Америке, типа на Милея, хотя ничего там нету и не будет, и возможностей там нормально что-то от него получить нету. Но вот они вот просто как бы вот такие делают хаос, хаотичное движение в одну сторону, потом в другую, потом в третью, потом точно так же Германия перестанет что-то давать, они прибежат опять к Польше, начнут кричать, дайте нам еще что-то. Понимаете, они не мыслят просто стратегически. Там нет, ну, ты же прекрасно это все знаешь. Я считаю, что то, что происходило, да, те акции это наблюдал, просто они были спланированы врагами поляков и украинцев, врагами наших народов. И силы, которые этим заинтересованы не только, как повторяю, на Востоке, также на Западе. Вот и это стравливание, да, было. Хочу сказать, ну вот наоборот, что-то положительное. Это заканчивается. Сейчас будем влезать в любовь и так далее, и так далее. Увидишь, как будто все исчезнет и снова будет красота. Но это только это просто жалко, потому что удар, который сделан по доверию, да, и так далее, просто невероятный. Конечно, ну так я же это все время критикую, там, и я разъясняю, там, и мы, наверное, единственная сейчас площадка, которая вообще с поляками ведет публично какой-то диалог системный, там, да, и ну, постоянно повторяющийся, там, уже не только, очень много, я скажу, очень много, если посмотришь, конференции, симпозиумы. Ну какая площадка десятки эфиров провела, как бы я говорю, понимаю, из медийных, там, абсолютно с разными этими слоями. Я думаю, я понял, ты говоришь про информацию, да? Да, это правда. Нарратив, я, например, очень много интервью даю и по вопросам, которые мне ставят, да, просто вижу, что акция антипольская, да, идет, но типа, если в вопросе получаешь, что Польша получила там типа компенсацию, да, за оружие, которое передала Украине, так далее, да, вообще масштабы этого невероятные, потому что говорим про сотнях танков. Я сам не осознавал, но до сегодня где-то танков порядка 700-800 штук.
Вдумайся, это больше, чем все остальные вместе взятые. Украина получила 400, под 400 танков, ну и плюс еще бронетехнику. Да, это Да. в первые дни. Да. В первые дни, а потом ремонт и так далее, все это идет из Польши. Ну, в любом случае, больше действительно, больше всех передала танков, это правда, ну, как бы я... Просто по отношению к потенциалу экономическому Хорошие на танки первом было. месте Балтийские страны. Вот об этом не надо забывать. Эстония, Латвия, Литва. Да? Да, ну, Ну и Польша. Это на порядок больше, чем Старая Европа, на очень много больше, чем Соединенные Штаты. ну, если по танкам, то да, Польша была на первом месте, это правда. Т-72 хорошие она дала, они капитально были отмодернизированы. И Но то, что я слышал из вопросов, что да, это... леопарды давала потом. Ну, тут, смотри, к Польше в этом плане нет вопросов. И я все время говорил, что это глупость была с нашей стороны, вот выстраивать такую политику, как бы там и прыгать, и делать непонятно что. Вот. Вывод такой. Уверен, что есть большой шанс, что быстро будет приостановлена кинетическая война. Вероятность этого в десятки раз больше, чем это было бы при победе демократов. Это во-первых. Во-вторых, будет редукция конфликтов, потому что Трамп будет сопротивляться распылянию, китайской стратегии распыляния присутствия Соединенных Редукция Штатов. конфликтов это что? Это пересмотр или что? Ограничение, Ага. сжигание ограничений фронтов. Угу. Короче, мир на Ближнем Востоке, да? Мир в Украине. Таким образом, чтобы все силы были сосредоточены, да? Корея, Тайвань, вот этого типа. И сильные аргументы на столе, переговорные, потому что все будет переговорным путем. Смотри, вопрос от многих Да. зрителей, я думаю, будет такой. А Путину зачем останавливаться в тот момент, когда, ну, собственно, он может получить достаточно много, еще, может быть, еще больше, учитывая как бы слабость Украины. Смотри, Путин эту войну проиграл однозначно. Как бы пропаганда на это не смотрела, цель этой войны это не получить дополнительные тысячу и там несколько тысяч квадратных километров, потому что этих квадратных километров сколько угодно там есть, согласен? Война шла за контроль над властью, над Украиной как целой. Значит, он эту войну проиграл. Что это значит? Это значит, что дальше он может эту войну продолжать. Ради чего? Ради того, чтобы поддерживать террор в собственном государстве. И на самом деле это система, которая поддерживает на сегодня 80% русских, которые поддерживают войну. Потому что внешне это выглядит как нормальная экономика. Но у Путина заканчиваются ресурсы. Почему? Во-первых, смотри на финансовое положение России. Да? В будущем году повышение налогов, инфляция и, может быть, если дальше так пойдет, реформы типа Павлова, конфискации на самом деле. Да? Это еще больше укрепит этот режим, потому что люди станут еще более зависимые от преступной системы. Так что с той точки зрения можно бы сказать, что он может вести эту войну. Но если будет обвал цен на нефть и не будет, короче, у него мотива никакого нет. Он понимает, что если он бы по собственному желанию нажал на тормоз, он вместе со своим преступным экипажем через лобовое стекло вылетит из этого болида военного. Угу. Но приходит момент, когда заканчиваются ресурсы. Потому что на войне самый главный ресурс – это деньги. Когда заканчиваются деньги, как бы ты ни хотел воевать, да, нету возможности дальше. Если не будет дохода, а дохода не будет, потому что нефть является основным доходом. И если цена упадет, ну представь себе, на $30, на 20. Можно себе такое представить? Можно. Почему? Потому что если будем наблюдать наращивание продукции нефти в Соединенных Штатах, если Саудовская Аравия тоже на это пойдет, потому что с точки зрения Саудовской Аравии
обвал цен на нефть – это поширение ее рынка, да? Изгнание конкурентов. Согласен. Так что может себе на это разрешить. Дальше. Отход от сумасшествия зеленой энергетики. Просто уже доктрина, Парижские соглашения, Трамп снова это все обнулит, да? Возвращаемся к царству углеводорода. Двигатели внутреннего сгорания. Да. И получается так, что это один момент. Дальше, то, о чем говорил. Если будут введены санкции, не санкции, а пошлинные, на товары, которые поступают на рынки Соединенных Штатов, тогда наступает обвал валют стран третьего мира, производителей ресурсов. Ресурсы – обвал. Короче, это глобальный кризис. Это глобальный кризис. Который ударит по покупательной способности по всему миру. Это у них нету денег, да, и наступает обвал, всем нужен доллар. Вот то, что есть. И заканчиваются разговоры, потому что, Путин будет в тугриках, да. Но это вот типа аргументы, просто которые основаны на реальной силе. Смотри дальше. Помнишь, 5 августа 2024 года начался кризис. Засыпали деньгами, за 3 дня спустя уже все забыли. Но наступил обвал акций, да? Моментами до 20% засыпали, там до 8% обвал на Дальнем Востоке, да? По всем рынкам. Это просто засыпали деньгами, потому что если этот кризис бы разгорел, тогда у демократов не было бы вообще перспективы разговора про выборы. Короче, этот кризис был засыпан деньгами, просто можешь на шнурках. Это вот типа кризис остановить. Но говорим про системный, серьезный кризис, который просто искусственно был остановлен. Вероятность прихода мирового кризиса, она сама по себе огромная. Те терения, которые идут, тоже. И в этом я согласен с твоим диагнозом. Все будут трястись, все будет страдать, да? И в этом мире реальные аргументы – это будет реальная сила. А реальная сила – это реальная армия. Вот украинская армия стоит, она снабжается, она оплачивается хорошо. Есть перемирие, да? Никто формально не признает захвата территорий. И ждем спокойно смуты, в которой просто преступный режим из-за отсутствия ресурсов развалится. Так, еще был вопрос по поводу, я правда пропустил, что это была за встреча, Польша, Франция, Германия. Без Германии. Суть в том, что это была встреча, смотри, сделали встречу Франция, Великая Британия, Польша. Суть в том, что без Германии. Германия исключена как больной человек. В принципе, что видим сегодня? В Европе кризис лидерства, потому что Макрон во Франции ослаблен в итоге европейских выборов и потом внутренних выборов. Короче, без большинства в парламенте его позиция намного слабее, и он не в состоянии уже быть реальным двигателем процессов. Шольц просто это политический труп, который делает вид, что еще жив. Так можно на это смотреть. Получается вакуум лидерства. И на самом деле здесь идет вопрос какой. Оценивают, что Германия будет делать все, чтобы идти на союз с Россией. Пытаться делать грязные договорняки. Британцы пытаются вместе с поляками убедить французов, что не стоит идти этой дорожкой поддержки Германии, что стоит держаться курса Соединенных Штатов,
и поддерживать проекты Трампа. Повышение расходов на армию, поддержка финансирования Украины, чтобы Европа взяла ответственность, потому что взять ответственность – это просто платить, ничего больше не требуется. Трамп не хочет, чтобы они снабжали и так далее. Вот заплатите Соединенным Штатам, да, за оружие, которое будет предоставлено Украине. На самом деле это вот типа конструкция ожидания с Европы. Но европейцы же тоже не дураки. У них тоже есть свой ВПК, они хотели бы сами зарабатывать на этом. Конечно, это будет игра, и Украина тоже захочет получать средства, чтобы зарабатывать на этом. И здесь какой-то дил можно достичь. Но не достигнешь дела, если будешь Трампу говорить, что если нет, тогда мы будем договариваться с Китаем. Потому что, кстати, то, о чем говорил вчера господин Яцек, да, что вот, что Европа в состоянии балансировать американцев переговорами с Китаем. Но я считаю, что это очень низкий уровень вероятности, типа, что Китай будет сдерживать Россию, да, в агрессии против Европы. Просто... Зачем это Китаю? Зачем это Китаю? Ну, например, если Китай хочет распылять присутствие американцев, хочет разжигать войны везде, где возможно, то же самое и хочет Россия. Так, секунду. Сейчас, секунду тут. Стоп, я на второй переключился. Так, давай вот в этом контексте еще вспомним отношения Украины и Польши. То есть ты говоришь, что отношения будут улучшаться. Они хорошие. Но политически они такие оказались подморожены на протяжении последних 1,5 лет. Но в Польше должны пройти выборы президентские весной следующей. Я смотрю, уже там все заряжаются, идет полноценная избирательная кампания. Сикорский там он фактически ведет уже как бы президентскую кампанию. Вопрос в том, что в Польше нету, я бы сказал, каких-то разниц, да, больших по внешней политике. В принципе, то, что является силой Польши, что всегда było единство. Польша всегда ориентировалась на Соединенные Штаты как основу безопасности и на Европу как основу экономического развития. И отношения трансатлантические, да, всегда находились в соперничестве с политикой европейской. На самом деле это две основные оси польской политики. И в принципе я бы сказал, что здесь есть единство стратегическое. Разница в чем? В том, что можно сказать, что платформа, да, коалиция гражданская, она до сих пор была более вопрос европейский, да, поднимала как ключевой, а ПиS, Право и Справедливость, да, трансатлантический момент. Вот, но это маленький оттенок. На самом деле можно говорить, что с точки зрения политикума польского есть согласие на то, что стоит быть в хороших отношениях трансатлантических, короче, НАТО как основа плюс Европейский Союз. И по отношению к Украине считаю, что тоже нету таких разниц. Можно бы говорить, просто опыт уже этих почти 3 лет у Права и Справедливости чуть-чуть другой, да, чем у Платформы, потому что они, Право и Справедливость, эмоционально, сердцем зашли в украинские вопросы, в поддержку для Украины, а коалиция просто делает это, я бы сказал, очень системно, стратегически все взвешено. И очень многие позиции поменяла свои первоначальные, и сегодня она намного более трансатлантическая, чем европейская.
в том смысле, да, но нету открытого конфликта с Европой, как было во время права и справедливости. Я не знаю, как это... То есть у Туска произошел этот дрейф, как бы там его там раньше обвиняли в Польше, то, что он про германский. Туск, во-первых, начал разговор против мигрантов. На самом деле против зеленой энергетики. Это еще не настолько ясно, но здесь тоже. Короче, польская политика внешняя, она неинтересна, потому что на самом деле, если выбросить экстрему, да, с правой и с левой стороны остается одно согласие. Можно говорить про разницу во внутренней политике, короче, кто у корыта в том или в другом месте, да, но на самом деле в целом внешняя политика это сила Польши, и думаю, что так же будет в Украине. Также будет в Украине в результате этой войны, что все люди, которые будут в украинском политикуме, не экстремисты, да, будут понимать, что их судьба зависит от хороших отношений трансатлантических с Соединенными Штатами, от хороших отношений в рамках Европейского Союза и равновесия между одним и вторым. Угу. Так, друзья, полайкайте эфир. У нас уже там по 3000 человек смотрят на обоих каналах, поэтому, ну, хорошие показатели, и это меня откровенно радует. Потому что, ну, я считаю, что мы в такие посредством хорошего и доброго полицейского как бы показываем, какие есть возможности у Украины. Ну, через 2 месяца закончится вся эта, я бы сказал, унизительная политика прошайничества. Почему через 2 месяца? Из-за инаугурации Трампа? Да, потому что сейчас есть Байден, да, и так как офис относился враждебно по отношению к республиканцам, да, и просто поддерживал Байдена, есть хорошая отмазка, ну, потому что от них зависит его финансирование. Ну вот все. Но когда уйдут, да, короче, офис скажет, Зеленский скажет президенту Соединенных Штатов, что Украина всегда поддерживает президента Соединенных Штатов. Так как Польша. Потому что... Ну, это правильно, кстати. Да, это правильно. И это союзники должны понимать. Это напоминает ситуацию, ну, не хочу аналогий исторических, да, Херод, король Иудеи, да, были войны, а он всегда был верный и говорил, если бы был другой, я бы служил этому, потому что, ну что, мы же зависим, да, мы же провинция этого мира, и выборы, которые там заставляют нас меняться и сотрудничать с той властью, которая есть. Но реальная власть так выглядит. Закончится и просто поменяется то, что хочу донести, что армия Украины в новой конструкции республиканской получает новый облик, новый потенциал как защитника Европы. Это то, чем стоит гордиться. Это то, что будет поддерживаться деньгами из Европы, оружием из Соединенных Штатов, плюс собственное оружие. Надо перестраивать государственную систему. Говоришь, экономика, да? Откуда людей брать? Юра, ну, 1 800 000 чиновников всякого рода на госпайке. Ну, вот. На самом деле меньше. На самом деле меньше, и это же паразиты, как бы, многие там паразиты, они же что они будут делать? Они ничего не будут делать. Даже если ты выкинешь как бы из кресел. Будут. В хорошо организованной стране человек, который ест и пьет, уже на сторону хорошо работает. Да, ключевой вопрос, как мы будем возвращать беженцев и откуда мы будем брать рабочую силу помимо беженцев, потому что беженцы не вернутся, там половина точно не вернется, скорее всего. Это зависит исключительно от реформ. Будет ли Украина страной для людей или останется страной для чиновников, силовиков, всякого типа, паразитов, людоедов и так далее.
Вот это только от этого зависит. То есть, как ты, вот давай как бы, как финализируем, как ты видишь алгоритм перехода как бы к перемирию? Вот остаются два месяца до инаугурации Трампа. Думаю, так будет. Сейчас идут переговоры. И Трамп раскладывает шахматную доску. По назначениям видно, что это будет разговор не с позиции слабости, а с позиции силы, решительности. И функция внешней политики Соединенных Штатов – это обеспечить благополучие во внутренней политике, реиндустриализацию, притягивание капиталов, мозгов со всего мира, ренессанс Соединенных Штатов. Более или менее так. Значит, будем наблюдать попытку сокращать фронты. Переговоры с Саудовской Аравией, да, Бахрейном, Израиль. Думаю, что это первая, самая простая вещь, благодаря которой будет определен мир на Ближнем Востоке. Да. В Газе возникнет порт, который будет обслуживать новый порядок. Это первое. Второе. В Украине думаю, что Трамп употребит эти 24 часа. Это значит, что будет создано ультимативное предложение для обеих сторон. И будет время 24 часа на то, чтобы подчиниться. Тот, кто не подчинится, увидит гранату, которую Трамп подготовил на такой случай. Вот все. Для обоих сторон. Для обоих сторон. Но думаю, что Украина получит, как бы пропаганда не работала, да, получит условия fair. В том смысле, что ключевые моменты, потому что, еще раз, условия кого? Fair, чистые, честные. Смотри, Путин гонял и показывал парафы, да, под Стамбульскими соглашениями с апреля 22 года. Там была полная сдача Украины. Полная. Почему? Было там написано, что Россия является гарантом безопасности Украины. Согласен? Если Россия является гарантом, значит гарант имеет право влиять, кто правит, кто не правит. Понимаешь? Короче, Россия остается фактором силы в Украине. В этих соглашениях этого не будет, а это самый ключевой фактор. Самый ключевой. Ты или раб России, или ты свободен. Второй пункт, который был в Стамбульских соглашениях, что в Украине будет 50 тысяч солдат. Да? Это было в начале. В конце было 250. 250 или 350, какая разница? Ну, это существенно. 50 тысяч и 250. Это 250 это больше, чем было на момент широкомасштабки. На чьи деньги? Смотри, на чьи технологии? Если Россия является гарантом безопасности, понимаешь? Это уже не твои солдаты. Это, скажем, позиция солдат в Крыму в 2014 году, у которых шизофрения. То есть нейтрального статуса не будет. А сейчас, пожалуйста, у тебя армия, которую финансирует себе Европа, которая вооружается, да, Западом, технология об этом говорит, план, да, то, что слышим. Во-третьих, что там было в Стамбульских соглашениях? Вопрос санкций. Там было типа снятые санкции из России. Согласен? Здесь вода была на Крым. Здесь будет определяться, насколько санкции будут сняты. Вода на Крым и так далее, это вопросы уже не стратегические. Потому что, еще раз, война идет. Стратегически, потому что там это было взаимосвязано с восстановлением. Они за счет газа, там часть маржи от газа должны были делиться, как бы там.
Просто по-другому смотрим то, что называем стратегическим. Для меня стратегическим является то, чтобы украинская государственность сохранилась, чтобы Украина была частью западного мира, а не двигалась вместе с Россией в сторону модели Северной Кореи, чтобы сохранялся хозяйственный, территориальный потенциал, доступ к Черному морю и так далее, да, безопасность. Вот все это, что дает украинскому народу возможность реинтегрироваться в новых условиях новой государственности. Потому что, еще раз повторяю, если государственность останется такой, как была, ничто на этой земле не в состоянии спасти украинцев, потому что дальше будут люди бежать, да, дальше будет все исчезать. Но это же людоедство, самоубийство. Ты смотри, в твоем понимании эти договоренности не будут по поводу нейтрального статуса Украины? Здесь вопрос, еще раз, что это значит нейтральный статус? Но нету вообще разговора про нейтральный статус, потому что нейтральный статус, вопрос нейтрального статуса возникает только тогда, когда думаешь в рамках НАТО. А если возвращаешься в мышление, что закончилась война и устанавливается новый порядок, возвращаешься к 1948 году, нету НАТО. Но Соединенные Штаты предлагают армию, которая финансируется Европой. Предлагают американские технологии, чтобы она была хорошо вооружена. Да? Есть гарантии безопасности, но есть, потому что армия это самый надежный, самый реальный гарант безопасности. Это хасовский сценарий. То, что Хас описал еще весной 23-го, а потом в ноябре. Дальше, смотри, открыт вопрос Европейского Союза, Украины как члена Европейского Союза. Хочу, чтобы все понимали, что Европейский Союз с точки зрения трактатов является также военным союзом, намного более серьезным, чем НАТО. Не с точки зрения потенциала военного, а с точки зрения обязательств. Потому что трактаты европейские предусматривают, что в случае нападения на любую страну, члена Европейского Союза, все остальные обязаны немедленно всем потенциалом помогать. Нападение на любую страну, член Европейского Союза, является нападением на весь Европейский Союз. Поэтому разговор, посмотри, раньше Путин говорил, что Украина может войти в Европейский Союз. Не услышишь этого больше. Пока Путин апеллирует к тому, что переговоры должны идти на базе Стамбула. На базе Стамбула, и они в эту крутят. Стамбул это полная сдача. Это потеря суверенитета. Это просто период. Подписание Стамбула это период, чтобы все, у которых есть мозг, мог сбежать отсюда. Перед тем, когда русский Ваня придет устанавливать свой северокорейский порядок. Угу. Хорошо. Короче говоря, в целом получается оптимистичный настрой у Петра Кульпы. Я просто далек от того, чтобы говорить пессимистически. Я, еще раз повторяю, смотрю с очень узкой перспективы. Я делаю аналитику метаинституциональную, которая основана на простом принципе, что отношения между учреждениями, какими они бы ни были, и человеком не являются равноправными. Весь шанс человека в столкновении с учреждением в том, что учреждение одобрит процедуры, которые предлагает человек. Весь риск, что не одобрит, не имеет значения, человек является Сталиным или уборщицей, является слугой учреждения. Наказание за неповиновение это или выгоняют человека из учреждения, или учреждение разваливается, если маленькое. Таким образом, просто на основе чисто институциональной, да, делаешь анализ, он узкий, он несправедливый. Я советую тем, которые хотят, например, посмотреть другой пример такой аналитики, это мой разговор с Сергеем Гайдаем про внутреннюю систему в Украине. Да.
Просто если написать мою фамилию Сергея Гайдая, там 500 000 людей посмотрело. Вот так это делается, и просто, я бы сказал, объективно. Я клянусь на жизнь собственных детей и всех, что это не ради оптимизма, пессимизма, просто то, что вижу, аналитика, которая имеет свою методологию. Она узкая, она может, но она... Еще раз, те, которые... Предлагаю, чтобы те, которые хотят посмотреть на силу этой аналитики, вернулись к статье с 28 февраля 2022 года, где я запятой не в состоянии сегодня поменять. На хвыле. Согласен? Да. Хорошо. Друзья, поддержите сбор на 82-ю бригаду, они на Курском направлении рубятся. Это Юра Винников у нас был отличный эфир как раз, он как раз рассказывал, как там проходят все эти бои и всю эту операцию, он там участвовал непосредственно. И вот как раз он попросил поддержать, значит, этих ребят, им там джип нужен, ну, это же техника постоянно выносится, поэтому это важно для того, чтобы они делали свою работу опасную, эффективно. Поэтому у меня в телеге и в описании к эфиру на этом канале, на основном и на шортах, ссылка на реквизиты, все есть. Я специально в самом начале подвесил, поэтому если на PayPal кидаете, то пишите, что кидайте на 82-ю бригаду, там карта Монобанка, привата, короче говоря, все как всегда. Я еще два аргумента по поводу оптимизма. Давай. Первый, вернемся, если все пойдет. Хорошо, Путин отклонит все и так далее, появится у Трампа на столе потребность в 2 гранатах, которые мы в состоянии предоставить. Первая, это ту, которую сделали осенью 22-го, добровольная сдача ядерного оружия. Потому что если начнется распад, будет вопрос сдачи. Будет тот же самый механизм, потому что, смотри, Советский Союз разваливался, Соединенные Штаты делали все, чтобы не развалился, но не были в состоянии остановить этого процесса. Сегодня, кстати, годовщина сдачи Украины ядерного оружия. Единственное, что могли сделать, это заставить, да, тех, которые уходили, сдавать ядерное оружие. То же самое будем наблюдать после этой войны. Я не исключаю, что Китай отвяжется от России. Отвяжется. У Трампа не получится поставить Россию против Китая, а если просто Китай просто бросит Россию, будет дальше использовать, подчинять и так далее. Это первый момент. Второй момент – это то, на что обращаю внимание. Смотри, Советский Союз развалился как результат внутренних соглашений. Согласен? Угу. Ну что-то точно не хотели. Послушай. Внутренних соглашений. Значит, развалился таким образом, что это было не согласно Конституции Советского Союза. Просто были соглашения, да, которые с точки зрения легальности по Конституции Советского Союза не отвечали этим стандартам. Согласен? Вопрос такой. Кем является Россия по отношению к Советскому Союзу? Предателем. Кем является Россия? Что они говорят? Кто они? Но не говорят, что они правонаследник. Послушай. Послушай. Чтобы Россия могла быть правонаследником, значит, пациент должен сдохнуть. Согласен? Да. Скажи мне, кто является членом Организации Объединенных Наций? Ну, Россия. Советский Союз. Ну, перед развалом Советский Союз, да. И еще раз. Нету других бумаг в Организации Объединенных Наций. Единственные бумаги, которые там есть, это бумаги Советского Союза. Россия никогда не вступала
в Организацию Объединенных Наций, никогда не принимала устава Организации Объединенных Наций, никогда не становилась членом этой организации, никогда не обязывалась соблюдать этот порядок. Понимаешь? Если Россия в Организации Объединенных Наций не является правонаследником, потому что должна утверждать, что нет Советского Союза. Она говорит, что она является продолжителем Советского Союза. Она говорит, мы являемся Советским Союзом, который поменял свое название и частично территорию. А сейчас вдумайся, если на уровне устава Организации Объединенных Наций существует формально Советский Союз, который является членом Организации Объединенных Наций. И представь себе сейчас ситуацию, что Россия заняла Украину, Казахстан и где-то что-то еще, да? Ну и сказала, вот, мы Советский Союз. Нужно какое-то признание и так далее. Ничего не нужно. Все это, что происходило, выглядело бы как будто домашняя война. Так долго, пока не будет уничтожен Советский Союз, не будет признано на международном уровне, что этот субъект перестал существовать, значит, его членство в Организации Объединенных Наций приостановлено. Россия, если хочет стать членом Организации Объединенных Наций, должна формально вступить. Так долго не будет в безопасности ни одна страна, которая возникла в итоге развала Советского Союза. Помню начало 90-х годов, объединение Германии и панику в Польше, и дискуссии, которые во внутренних кругах были, вопрос провозглашения Третьего Рейха. Просто разница между Советским Союзом и Третьим Рейхом в том, что Третий Рейх перестал существовать на основе соглашения сверхдержав в Потсдаме. Просто формально перестал существовать. Сдох. Было подтверждено на мир. И смерть была подтверждена как часть системы международного права. Угу. Если сдох, тогда нельзя его воскресить. Согласен? Да. Советский Союз не сдох, является членом Организации Объединенных Наций. Еще один момент. Нет источника права выше, чем Устав Организации Объединенных Наций. Устав Организации Объединенных Наций говорит, что если есть любой конфликт между любым источником международного права и тем, что написано в Уставе, всегда первенство имеет то, что в Уставе. Значит, существование Советского Союза с точки зрения международного права, как член Организации Объединенных Наций, имеет первенство перед любыми соглашениями и перед тем, что говорите. Короче, вдолбывают людям, что Россия является каким-то правонаследником. Нельзя быть правонаследником, если пациент жив. Смотри, получаются две возможности. Первая возможность. Россия должна признать, что Советский Союз сдох. Тогда ее место в Организации Объединенных Наций приостанавливается. Она должна вступать, должна получить одобрение Генеральной Ассамблеи. И это граната, которая должна лежать у Трампа на столе. Мы начали в КШДУ шаги, чтобы организовать конференцию с присутствием стран, которые возникли после распада Советского Союза, но также других стран. И думаю, что если поддержишь, тогда и те, которые слушают нас, да, копейку бросят. Это очень сильно нам поможет, чтобы реализовать такую конференцию. Думаю, будет интересно. Угу. Так, ради бога. Это же продолжение Киевской конференции. Да. Это же мы же это делали. Ну, хорошо. Поддержим, конечно, что не поддержим. Хорошо. Ну, в принципе, получилось так, по-боевому. Ну, просто когда побеждаем, тогда кажется, что боевое, да? Ну, побеждаем на самом деле, смотри, я всегда, когда нуждаюсь в источниках оптимизма, знаешь, что говорю? Как хорошо, что у меня больше счастья, чем ума.
И это относится к нам всем. Ой, будьте счастливы, короче говоря. И обязательно сходите, те, кто не сходили, на фильм «Буча». Он сейчас идет в кинотеатрах. Завтра вот выходной день, и днем есть сеансы. Поэтому идите, не стесняйтесь. Я уже много пишу и всех призываю. Был фестиваль в Варшаве потрясающий, просто то, что слышу, очень многие политики и так далее, которые были, просто очень важный фильм, очень важный. Да, это реально очень важный фильм, это реально наш национальный продукт. То есть Украина показала в лице простых людей, которые его сделали без поддержки государства, что вот можно создать нормальный, качественный продукт и везде его продвигать. Редко что-то ценное в Украине делается с поддержкой государства. 100%. Вот, как это было весной 22-го, вот с фильмом «Буча» точно так же. Завтра у меня с Ильей Чедлума эфир по Буче, пишет Елена Кистрица. Леночка, большое спасибо, молодцы. Вот, поэтому все, кто не ходили, пойдите, берите своих друзей, родственников. Это наш инструмент. Сейчас Саша Щур поехал в Штаты там, и в Европу и занимается продвижением максимальным. Он появится на стриминговых платформах зимой. Я это как бы так говорю вам, не говорил, но знаете, те, кто за границей хочет посмотреть, появится в прокате. Ну, в Португалии, в частности, насколько я помню, там договоренности уже были. Вот, поэтому и пишите, я специально запостил пост, вот те, кто смотрели, пишите свои отзывы, я потом отберу лучшие отзывы и поставлю, даже критические в том числе. Все, Таня СТ пишет, что записала с Константином интервью, Танечка молодец, с Константином Гадаускасом, который главную роль там играл. Вот. И поддержите ребят с 82-й бригады, я сбор кинул, вот пока говорили, уже тут накидали, я смотрю. Да, уже несколько тысяч накидали, молодцы. Все, на этом заканчиваем. Большое спасибо нашему духовному отцу Петру Кульпе. Я думаю, что у нас получился такой глубоко насыщенный и... Ого, 2 часа. 2 часа мы с тобой разговариваем. Такой хороший воскресный эфир. Все, обнимаем, целуем, до завтра. Пока, в 6 часов завтра начинаем. Пока. Всех